Когда драгоценная Кира уже не могла встать, ветеринар сделал ей УЗИ, и то, что он обнаружил, совершенно ошеломило его. Обычно жизнерадостная и игривая горилла по имени Прешес Кира, 12-летняя западная равнинная горилла, которая жила в зоопарке с самого детства, несколько дней не могла стоять. Об этом обеспокоенный посетитель сообщил смотрителю. Долгое время считалось, что горилла беременна, но родов так и не было. Изучив, сколько обычно носят детенышей гориллы, посетитель заподозрил, что что-то не в порядке. Перед тем, как вы посмотрите, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить еще одну трогательную историю, и напишите в комментариях, откуда вы смотрите и который у вас там час. Даже с места, где он стоял, было видно, что животное страдает и явно испытывает сильный дискомфорт из-за большого живота. Когда смотрители наконец обратили на него внимание, они быстро отмахнулись от его слов. «С ней все в порядке», — сказали они и велели ему не вмешиваться. Прешес Кира всегда была главной достопримечательностью и любимицей посетителей с момента приезда в Riverside Wildlife Park, частный зоопарк недалеко от Миссисипи. Райан опубликовал информацию о состоянии Киры в интернете, и реакция последовала мгновенно. Фотографии страдающей гориллы быстро разошлись по сети, и общественный гнев начал расти. Несчастное животное носило в себе огромный вздутый живот почти 10 месяцев и 3 недели. Многие ветеринары и специалисты начали сомневаться, действительно ли она беременна. Вскоре недовольство вынудило посетителей выступить против частного зоопарка и попытаться привлечь к делу высокопоставленных чиновников. В течение нескольких дней после жалоб владельцы зоопарка либо ничего не делали, либо не давали никаких комментариев. Доктор Митчелл, опытный ветеринар-специалист по диким животным с 15-летним стажем работы с крупными животными, решил лично посетить зоопарк и разобраться, что происходит. На следующий день, когда доктор Митчелл пришел в зоопарк, чтобы осмотреть прославившуюся гориллу, ему отказали во входе вместе с другими посетителями, пришедшими в тот день. Когда информация просочилась наружу, об этом узнала полиция, и они приехали осмотреть животное. У входа в зоопарк собрались демонстранты, требовавшие справедливости для гориллы. Беспорядки были такими, что полиции пришлось попросить владельцев временно закрыть зоопарк до тех пор, пока общественные опасения не будут урегулированы. Доктор Митчелл пришел и попросил разрешения осмотреть и помочь горилле, но сотрудники настаивали, что у Киры все в порядке. После сильного давления со стороны протестующих и полиции, зоопарк, наконец, не имел выбора и позволил доктору Митчеллу осмотреть ее. «Если она действительно в порядке, как вы утверждаете, позвольте мне это показать», — сказал доктор. «Ладно, вы увидите, что мы правы», — ответил менеджер. Они согласились и впустили его внутрь. Когда он вошел, доктор направился прямо к вольеру Киры. То, что он увидел, обмолвило его. Несчастная горилла лежала у стены небольшого бетонного вольера, бледная, крайне истощенная и совершенно неспособная двигаться. Воздух был пропитан запахом гниющих фруктов и грязи, жужжали насекомые вокруг застоявшейся воды в ее поилке. Она была окружена собственными экскрементами, протухшими бананами и остатками лакомств, вероятно, брошенных гостями. Один из сотрудников зоопарка упомянул, что она уже довольно давно не ела ничего из того, что ей предлагали. Она просто лежала, наблюдала молча и время от времени засыпала. С первого взгляда Кира действительно казалась беременной. Живот был настолько большим, что это было трудно не заметить. Но доктор Митчеллу сразу показалось, что это нетипичная беременность. Не зная, что более молодой сотрудник сообщил о том, что горилла не ест, менеджер, сопровождавший доктора, начал вводить его в заблуждение, очевидно пытаясь отвлечь внимание от ужасного зрелища. «У нее просто тяжелая беременность, и наш внутренний ветеринар справляется»,
— говорила она. «Она просто переедает. Вот почему она постоянно устала и медлительна». «Это явно неправда», — решительно возразил доктор Митчелл. «Осмотрите этот вольер. Где ваш ветеринар?» Доктор Митчелл понял, что все это ложь. По состоянию вольера стало ясно. За Кирой, вероятно, никто не следил, и никакого переедания не было. Происходило нечто ужасное, и он намеревался это раскрыть. Доктор потребовал сделать горилле УЗИ, чтобы выявить проблему и, возможно, помочь ей. Ему сказали вернуться на следующий день, потому что его присутствие якобы мешало бы главному ветеринару зоопарка. Доктор посчитал, что вынужден подчиниться. К тому же решил вести себя максимально дружелюбно, чтобы не вызвать подозрений. Он почти не сомкнул глаза той ночью и рано утром вернулся в зоопарк с оборудованием для УЗИ. Раннее утро было прохладным и туманным, когда доктор Митчелл пришел в Riverside Wildlife Park чуть после восхода. То, что он обнаружил, поразило его. Множество вольеров, заполненных животными накануне, оказались пустыми. Казалось, многие животные вообще исчезли. Зоопарк частично опустел, потому что некоторых животных тихо перевезли в неизвестное место. Доктор был уверен, здесь творится что-то неладное. Ему было удивительно, что Киры не вывезли, но он думал, что, возможно, это потому, что не успели. Обеспокоенный судьбой ее и других скрытых животных, доктор Митчелл сообщил об этом в интернете. Вскоре журналисты начали съезжаться, чтобы увидеть происходящее и освещать события в прямом эфире. Ветеринар зоопарка говорил доктору Митчеллу, что беспокоиться не о чем. «Кира в порядке», — настаивал он. Но когда доктор отказался отступать и стал настаивать, зоопарковый ветеринар в конце концов признал, что с животным что-то не так. «Но это слишком много работы и хлопот, сказал он. «Слушайте, проще просто усыпить ее и купить другую». «Вы с ума сошли?» — воскликнул доктор Митчелл. «Как вы можете так говорить о живом существе?» Он был поражен и в гневе. Как квалифицированный ветеринар мог так высказываться о животном? Доктор Митчелл теперь был как никогда решительно настроен осмотреть гориллу, не подозревая, какие ужасающие вещи ему предстоит вскоре обнаружить. Тем временем к воротам зоопарка уже стекались журналисты и защитники животных. Некоторые протестовали и пытались помешать охране. Ситуация становилась хаотичной, и ничего не предпринималось для разрешения положения внутри. Казалось, владельцы зоопарка предпочли бы, чтобы животное погибло, чем его спасали. После еще часа споров с персоналом и усилившегося шума снаружи, доктор Митчелл вышел к демонстрантам и рассказал им, насколько серьезно может быть состояние Киры. Он объяснил, что с утра пытается получить разрешение осмотреть ее, но ему отказывают. «Я готов бесплатно помочь», — сказал он собравшимся. «Я просто хочу убедиться, что животное, которое всем нам дорого, в порядке и получает надлежащую помощь». Это вызвало еще больший резонанс среди собравшихся, и беспорядки привлекли полицию, которая вмешалась и потребовала, чтобы владельцы позволили квалифицированному ветеринару осмотреть животное. Похоже, они осознали серьезность ситуации и необходимость вскрыть то, что скрывается в этом учреждении. Зоопарк не имел иного выхода и разрешил доктору войти. Когда доктору, наконец, позволили войти в вольер, он, надев всю защитную одежду, приступил к работе. Он осторожно вошел в вольер, не зная, чего ожидать, и медленно подошел к животному, чтобы не испугать ее и ее детенышей. Но, словно почувствовав, что он пришел помочь, остальные особи отошли в другую часть вольера. Доктор подошел к Прэшес Кире, но она оставалась неподвижной и вялая, просто лежала с пустым выражением, будто полностью лишённая надежды. Такое поведение не ускользнуло от внимания доктора, и он сильно обеспокоился. Он осторожно потрогал ей ногу, но реакции не было. Казалось, она лежала в одной и той же позе уже несколько дней. Доктор жалел, что, может быть, опоздал. Приготовив оборудование, он приступил к осмотру Киры.
Его удивило, что область вокруг ее половых органов выглядела относительно чистой для животного, которое, казалось, не двигалось днями. Кира была обезвожена, бледна и худела, несмотря на вздутый живот. Дыхание было ослаблено, глаза опущены. Но больше всего доктора настораживала нерегулярность сердечного ритма, которую он определил при прослушивании стетоскопом. Состояние ухудшалось с каждой минутой. Доктор Митчелл понял, нужно действовать быстро, иначе Кира может погибнуть. «Мы теряем время», — говорил он себе, замечая все более затрудненное дыхание. Он установил переносной аппарат УЗИ и начал обследование живота гориллы. Скользя датчиком по коже, он внимательно смотрел на экран, но изображения были неясными и сбивающими с толку. «Давай, покажи мне, что там внутри», — едва слышно сказал он, меняя положение датчика и стирая гель с кожи снова и снова. УЗИ издавало странные звуковые сигналы, пока он пытался получить четкий снимок. Внезапно он замер и долго не двигался. Он передвинул датчик еще, сосредоточенно глядя на экран и пробуя разные позиции, чтобы понять, что же он видит. «Это совсем не похоже на обычное», — тихо произнес он, голос полный тревоги. Снова проведя датчиком по вздувшемуся животу, он вдруг сказал: «Погодите, я не вижу никаких движений плода. Нет пульса». Его глаза расширились, когда осознание медленно до него дошло. «Это не беременность», — произнес он с недоверием. Его глаза расширились еще сильнее, и он вскрикнул от ужаса, когда наконец понял, что было видно на экране. Там огромный инородный предмет внутри. Он не мог поверить в то, что видит. Это не была задержанная беременность, как все думали или пытались показать. На самом деле это вовсе не была беременность. Доктор стал тщательно рассматривать экран, руки слегка дрожали, пока он искал более четкое изображение того, что находилось в животе животного. То, что он увидел, заставило его схватить перчатки, скальпель и иглу. «Я должен оперировать немедленно», — сказал он собравшимся снаружи. «Ее жизнь зависит от этого». Проблема заключалась в том, чтобы правильно рассчитать дозу анестезии для гориллы таких размеров. Недостаточная доза может привести к пробуждению во время операции, а слишком большая — убить животное. Тщательно высчитав объем препарата, он погрузил почти бессознательное животное в наркоз, чтобы снизить ее страдания и обеспечить безопасность, после чего быстро сделал точный разрез в животе. К этому времени множество демонстрантов стояли у вольера и молча наблюдали, снимая на телефоны, как ветеринар оперирует бессознательную животную. Некоторые молились или были в слезах, опасаясь, что это может стать концом живой и веселой Прэшес Киры. Доктор Митчелл работал быстро в течение следующих 2 часов 40 минут, очищая желудок гориллы. Кира не была беременна. В ее желудке находилось огромное количество непереваренной еды, мусора и отходов, что указывало на то, что где-то в пищеварительном тракте была непроходимость. Нужно было снять давление немедленно, но затем животное следовало транспортировать в подходящую операционную, чтобы спасти ей жизнь. Он немедленно вызвал помощь, и люди начали собирать носилки и все необходимое для транспортировки. Вскоре прибыла бригада, и гориллу осторожно доставили в клинику доктора Митчелла, где ее могли должным образом оперировать. Все происходило быстро. Готовили операционную и укладывали животное на стол. Следующим шагом было извлечение предмета, вызвавшего непроходимость в желудочно-кишечном тракте. Под потоком пота на лице хирургов они, наконец, нашли причину. Там лежал большой кусок пластика размером примерно с обеднюю тарелку, похоже, упаковка от фруктов, который блокировал пищеварение, не позволяя непереваренной пище и отходам пройти дальше. Доктор Митчелл не мог понять, как горилла проглотила такой кусок пластика.
Это был явный пример халатности со стороны сотрудников зоопарка. Вероятно, они не полностью сняли упаковку с фруктов перед тем, как раздать их животным, и Прэшес Кира оказалась той неудачливой, кто его съел. Доктору удалось извлечь инородное тело и очистить желудок гориллы. Хирургическая команда работала неустанно, чтобы восстановить и стабилизировать Киру, и в конце концов им это удалось. Доктор Митчелл был поражен пренебрежением смотрителей. Он не мог понять, как они довели все до такого состояния. Его возмущало их равнодушие к благополучию гориллы. Казалось, им было все равно, выживет она или нет. Их поведение было действительно удручающим. История быстро распространилась, и журналисты пришли в клинику доктора Митчелла за комментариями. Общественность требовала известий о состоянии Прэшес Киры. Доктор с радостью сообщил хорошие новости, но при этом не замолчал факт халатного обращения с ней. Проблему выявили и успешно спасли Киру. Но владельцам зоопарка пришлось столкнуться с юридическими последствиями. В последующие 3 недели доктор Митчелл посвятил себя уходу за Кирой и ее возвращению к здоровью. Она сделала замечательное выздоровление и скоро выглядела более здоровой, чем прежде. Героические действия доктора Митчелла восстановили справедливость в этом деле. При поддержке общественности ему удалось добиться привлечения владельцев зоопарка к ответственности и аннулирования их лицензии. Оставшихся животных перевезли в надлежащее учреждение, где они получили должный уход, в том числе и Прэшес Киру. Мир всегда будет благодарен таким преданным ветеринарам, как доктор Митчелл, за спасение жизни Прэшес Киры. Вам понравилась эта история? Если бы вы были на месте доктора Митчелла, рискнули бы вы всем, чтобы спасти Кирину жизнь? Да или нет? Напишите в комментариях. Если вам понравился рассказ, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Хорошего вам дня!